Всем привет, с вами снова, как всегда, Костя и славный дружа Обломов. Как ты распределяешь свой топ из сушей? Вот что ты любишь самое главное из доставок? Слушай, в сушильнях люблю простые штучки, типа обычных сушин с лососем. Ну, с тунцом у них тунец обычно То есть такой себе. классические нигири это топ. Да. Ну, роллы обычные Филадельфия, кого чисто пожрать хочется. А из супов, ну, всегда сливочные супы. О, сливочные супы просто обожаю. Нажористая штука, как раз сегодня такое и приготовим. Однако во многих доставках они, знаешь, вот вроде и сливки, а то ли молоко, то ли что-то какое-то жиденькое. Это вполне логично. Экономят на, собственно, На сливочном и на сливках. Мы не так, мы не экономим. И, наверное, вы такие думаете, типа, сливочный суп с лососем, наверное, они будут резать много овощей, ну там, картошечку, лучок. Интересно, какими ножами они будут это делать? Ну, наверное, как и всегда, ножами Самура. Если вам нужен офигенный нож на кухню, если вы хотите вот так, чтобы бритвенно все отрезалось, если вы хотите, чтобы вот так двумя пальчиками листочки падали, а уж овощи тем более, то проходите по ссылочке в описании и покупайте ножички, которые называются Самура Гольф. Ссылка будет прямо на них. Одни из самых удобных ножей. Идеальная форма лезвия, идеальное сведение, все в бритву. И невероятно ухватистая ручка, которую без вопросов можно мыть в посудомойке, ничего с ней не будет, при этом она ударопрочная, 0 вопросов. Весь этот ролик мы будем пользоваться ножичками Самура, чтобы крошить всякое, а ссылочка на Гольф находится в описании. Самуре респект. Основная тема этого супа, что он очень быстрый, очень простой, ну и чертовски вкусный. Всего лишь нарезаем овощи, делаем заправочку, ну а потом заливаем всякое. Что ж, давай нарежем, я нарежу лучок. Я в супе лук очень люблю, поэтому я вот побольше бы его положил. Как ты? Вот ты по мелочи хочешь, да? А, соответственно, ну да, давай, вот можно мелко, можно полукольцами. Это уже зависит, как говорится, от, собственно, желания самого человека. Да. А картошку в суп я люблю крошить поменьше, потому что если огромные оковалки, их очень горячо есть. Соответственно, крошим тоже помельче, чтобы можно было сразу обычно кушать. Я думаю, что миллиметров по 5-6 кубики или типа того. Да, правильно. Ну и если кому интересно повторить, Ставьте на паузу, и вот они, граммовки. я думаю, успели поставить. Морковку лучше, конечно, натирать на терке для моркови по-корейски, но уж коли на дачу мы ее взять забыли, то пусть будет. Ключевой момент — пассировка овощей. Да, не обращайте внимания на мой стиль, просто здесь очень жарко, башка сгорает даже сквозь пластиковый навес. Растительная маслица, ну даже чуть побольше. Чтобы особенно не погорело сливочное. Ну и начинаем все овощички по очереди добавлять. Морковочка и лучок. И, само собой, то, что не делают в доставках, огромный кусок сливочного. Обжариваем, само собой, до того, как лучок подготовится, ну и морковь размягчится. Ну и, естественно, в процессе хорошенечко посолим. Ну, процесс пошел, все размягчается. И до легкого золота, да? Ну да, типа того, и добавляем после этого картошечку. Картошку сразу не кидаем, потому что, когда мы зальем уже и кинем лосося, все еще проварится у нас буквально 5 минут, а картошка должна остаться, знаете, такой плотненькой, а не в пюре превратиться. Лучок подзолотился, настало время картофана. Наливаем воду, либо, соответственно, можно, естественно, рыбный бульон использовать. Закипит и добавляем овощи. Так, ну а что у нас по поводу рыбы? Из названия вроде как понятно. Да, следует, что будет лосось. Вот части. Вот какие части обычно, ты думаешь, они кладут в суп? Слушай, обычно там, я так понял, сначала идут сашими и, значит, суши. Похуже идет на роллы, Да. а до супа добирается... Скорее всего, просто уже, знаете, Шляпа. ошметки с хребтинки, Да. которые То есть смотришь, там видно, что все отрезали, и все остальное, знаешь, как-то собрали и в суп, типа пофиг. А у нас? У нас нет, у нас элитные части. Вот смотри, вот это идет обычно на сашими и прям очень крутые Прям суши. спина. Да. О. А это теша часть идет на роллы вот обычно, да? Такого плана. Но у нас пойдет это в суп. Кусочки я предпочитаю чуть-чуть побольше, чем картошка. Все-таки рыба, она помягче и будет замечательно. Вот так вот, по сантиметрику. Ну и, конечно, такого количества вам никто не положит. У нас кастрюлька будет добровольная такая. И когда нарезаешь, разница в жирности видна очевидная. Красная плотная спина и такая
на хлеб с салом, короче. Да-да-да, это те же. Ну и пока у нас водичка закипает и бульон будет готовиться, пускай лосось тоже чуть-чуть просолит. Вода закипает, а это значит можно добавить Овощички. овощички. Вот у нас картоха такая еще полусырая, она дойдет. Но мы ее, когда мешали лук и морковь, мы ее не долбили лопаткой. Поэтому она цельными кубиками, и все прям целостное. Ну, естественно, разваливаться ничего не должно. Пускай у нас вот такие плотненькие, значит, кусочки будут. Дадим снова закипеть и добавляем сливки. Водичка закипит, с овощами вместе добавляем сливки. Снова закипело и добавляем лосось. И тут же выключаем. Лосось у нас кипеть не будет. Ну и вы поняли, почему мы оставляли место в кастрюле. Литр сливок должен поместиться. Ну и по жирности вы поняли, что значит не скупиться на питательность. Белый суп, рыба. Это белый перец. В приправу идет белый перец. И это не потому, что белый перец вкуснее, а чтобы в белом супе не плавали черные точки от черного перца. Сливки именно до кипения не доводим, а просто прогрелись хорошенечко и сразу же пошел лосось и вырубаем. Влезет ли у нас весь-то? Давай! Давай, влезай, я хочу весь! Блин. Я врубаю все. А эти кусочки мы на сашими скушаем. Лосось не только не нужно переваривать, он еще побелел прекрасно. Если он будет бурлить, он будет в труху развариваться. Нарежем зеленюшку для украшения, наливаем в тарелочки, украшаем и пробуем. Пойдет лучок без попок, мелко-мелко покрошенный. Ну а также какое-то количество укропа и петрушечки. Оп, и поехали. Можно не очень мелко, а хорошие такие оставлять стебелечки. Мне это нравится, когда довольно крупно порезано. Вот. Но мы не скупимся ни на что. Вот так. Да, самый мой любимый момент вообще со всего видео — это пробовать. Ну, этот рецепт однозначно идет в золотой пантеон, потому что это максимально просто и вкусно. Очень быстро. Вареная картошечка, не переваренная. Да? Лосось, сливки и ничего лишнего. А вот что может быть проще, как говорится? Ну, естественно, можно брать не лосося, ну, форель подешевле что-то. Ну да, просто, такое? если мне скажут так, типа, а что бы еще добавить? Да ничего не добавить. Вот Да. прям. Соль в самом конце балансите, пробуйте, потому что сливки, они съедают соль моментально, и за счет вот вкуса сливочного нужно побольше соли. Это Вот и божественно, народ, однозначно, золотой пантеон, очень советую повторить. По граммовкам все великолепно, единственное, что действительно в конце пробуйте по соли, кто-то любит солоноватое, кто-то пресное, неважно. Это очень жирно, очень вкусно, максимально просто 10 из 10. Да. А с вами был Костян, Славный дружок Обломов. очень много, И очень вкусно. всем пока. О том, что рецепт вкусный, говорит нам то, что ассистенты взяли себе большие тарелки. Не маленькие тарелки, а большие. Правильно делают.